Ребята, всем привет! Меня зовут Роман, и вы смотрите канал Видеолепка. В прошлом видео я лепил ежика Соника, если вам интересно, то можете посмотреть, ну а сегодня по вашим многочисленным просьбам я буду лепить Джейсона Вурхеза из серии фильмов «Пятница 13». Друзья, если вам нравится наш канал и вы не хотите пропустить новые видео, то обязательно подписывайтесь и жмите на колокольчик. Для лепки фигурки мне понадобятся другие цвета, которых нет в наборе, поэтому я сделаю их сам. Сначала смешаю зеленый и коричневый пластилин. Получился вот такой вот темно-зеленый цвет. При смешивании черного пластилина и светлого скульптурного у меня получился темно-серый цвет. Далее я смешаю коричневый пластилин, светлый скульптурный и черный. Получился темно-коричневый цвет. А для того, чтобы получить темно-бежевый цвет, я смешаю светлый скульптурный и коричневый. Вот такие у меня получились цвета. Теперь можно приступать к лепке фигурки Джейсона Вурхеза. Сначала я слеплю туловище, ноги и руки. Ну а пока я буду лепить, расскажу вам историю этого персонажа. Джейсон Вурхез – вымышленный персонаж. Главный злодей серии фильмов «Пятница 13». Маньяк-убийца, известный своими кровавыми способами расправ над жертвами. «Пятница 13» – фильм, о существовании которого знают все без исключения поклонники жанра ужасов. Популярность получили и многочисленные продолжения культовой картины. Удивительно, но центральный герой, леденящий кровь серии ужастиков, изначально не задумывался таковым. Джейсон Вурхез был введен в фильм «Пятница 13» в качестве невинной жертвы. Создатели картины планировали убить персонажа в 11-летнем возрасте. В первой части зрители узнают, что мальчик погиб в результате несчастного случая, произошедшего в лагере. Рассчитаться за смерть маленького сына планирует потерявшая разум мать. Именно в воспоминаниях Памелы Вурхез впервые появляется серийный убийца. Повариха Памела погибает в конце ужастика «Пятница 13». Ее убивает одна из случайно уцелевших жертв. После этого и появляется чудом выживший Джейсон Вурхез, история которого не дает покоя многочисленным поклонникам серии. Уже будучи взрослым мужчиной, маньяк расправляется с убийцей матери. Следующие 5 лет он проводит вблизи озера, рядом с которым когда-то располагался злополучный лагерь. Однако его одиночество внезапно нарушается группой подростков, случайно оказавшихся в этих местах. С тех пор Джейсон берет в руки свое фирменное оружие, которым является мачете, и начинает убивать. Этим он занимается во всех частях серии. Наиболее известным исполнителем сложной роли является Кейн Ходдер, каскадер, появившийся в 4 фильмах. Внешний вид серийного убийцы имеет непосредственное отношение к его сумасшествию. Гидроцефалия, которой он подвержен с первых лет жизни, обезобразила его лицо. Также у него с ранних лет не растут волосы на голове. Неудивительно, что Джейсон Вурхез в детстве избегал общения с ровесниками, издевавшимися над ним. Единственным близким человеком для мальчика была его мать. Во второй части фильма «Пятница 13» Джейсон предстает перед зрителями в пищевом мешке, который он носит на голове, проделав отверстие для оставшегося неповрежденным глаза. Только в третьей серии Джейсон Вурхез обзавелся маской, ставшего для него своеобразной визитной карточкой. Именно в этой хоккейной маске он совершает все свои злодеяния. Несмотря на заболевания и многочисленные травмы, полученные им в результате столкновения с другими персонажами, Джейсон обладает сверхчеловеческой силой, нечеловеческой выносливостью, практическим бессмертием, превосходным слухом, зрением и обонянием, что каждый раз позволяет ему безошибочно определить местонахождение очередной жертвы. Джейсон практически не чувствует боли, что помогает ему сохранять свои силы даже в нереальных для человека случаях, подобных тем, когда Джейсону рассекли плечо мачете и пробили голову топором. При этом Джейсон почти не издает никаких криков или стонов боли. Его речевой аппарат почти не действует, отчего маньяк даже не может говорить, а лишь изредка издает нечленораздельные звуки. Зачастую Джейсон играет со своими жертвами. Прежде чем убить, зная, что жертва наблюдает за ним, он намеренно делает вид, будто не знает о ее местонахождении и убивает ее.
как только очередной несчастный решает, что опасность миновала. В ремейке 2009 года Джейсон довольно быстро бегает. Этим он существенно отличается от классической версии персонажа. Он хорошо владеет мачете, топором, ножом, умело стреляет из лука, использует многие приспособления, убивая буквально всем, что попадает под руку, от молотка и вил до тяпки и отвертки. Джейсон Вурхис не покидает лес, окружающий Хрустальное озеро, за одним исключением. В фильме Джейсон штурмует Манхэттен, в котором маньяк оказывается в Нью-Йорке. Некоторые обозреватели сравнивают Джейсона с хищником, который лишь охраняет свои территории. Вот такая история Джейсона Вурхиза. Если кто-то знает еще какие-то факты его истории, можете написать в комментариях. Для крепления рук я буду использовать мягкую алюминиевую проволоку. Ребята, если вам интересно, где можно купить инструменты и материалы для лепки, то ссылочка есть в описании под этим видео. Из пластилина черного цвета я слеплю перчатки. Итак, нижняя часть фигурки Джейсона готова. Теперь я сделаю подставочку для него. Так как у меня много зеленого пластилина, буду использовать его. Теперь слеплю голову и главный атрибут этого маньяка – хоккейную маску.
Голову я буду присоединять при помощи половинки зубочистки. На этой руке я не стал обрезать проволоку, для того, чтобы прикрепить к ней мачете. Также я решил слепить для Джейсона и топор. Вот такая фигурка Джейсона Урхиза у меня получилась. Всем огромное спасибо за просмотр. Если вам понравилось это видео, обязательно поставьте лайк. И также не забывайте подписываться на наш канал и нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Далее, как обычно, будут приветики от моего котика Вилли, а также фотографии ваших поделок из пластилина, которые вы присылаете к нам в группу ВКонтакте. Первыми пасхалки в предыдущем видео нашли веселые видео, Геймер Андроид и Эльвира Шкредова. Ребята, передаю вам огромный привет. Также за репосты из нашей группы ВКонтакте передаю привет Виктору Лисееву, Святославу Щурову, Давлату Шакирзянову, Максиму Бай, Виктории Трушиной, Андрею Мелехову, Даниилу Мишукову, Наталье Кот, Ивану Саханко и Дане Высотину. Огромное вам спасибо за то, что вы поддерживаете наш канал. На этом мы с вами прощаемся, желаем отличного настроения, всем пока!